Так что я надеюсь, что у вас у всех сегодня замечательный день, где бы вы ни находились в этом великом-великом мире. Мы поговорим о КСРП. Мы немного поговорим о банках, правилах, обо всем понемногу. Но я хочу начать вот с чего. Во вчерашнем видео я сказал, что КСРП растет. Он был где-то там наверху. На момент, когда я снимал это видео, он стоил 49 центов. С тех пор он откатился назад, но я удивлен, что он откатился не так сильно, как думали люди. Люди требовали 30-центовый КСРП. Я видел людей, которые требовали, чтобы он снизился до 26 центов. А потом вдруг он снова взлетел вверх. Но прямо сейчас он держится выше 40 центов. И это даже после того, как ФРС повысила процентные ставки на 25 бп. И похоже, что они собираются продолжать это делать. Поэтому председатель ФРС Джером Пауэлл говорит, что чиновники не ожидают снижения ставок в этом году. После жизненно важного решения Федеральной резервной системы повысить процентные ставки еще на 25 базисных пунктов, председатель ФРС Джером Пауэлл говорит, что чиновники не ожидают снижения ставок в этом году. Более того, заявление, последовавшее за заверениями Пауэлла в приверженности инфляции достижению целевого показателя ФРС в 2%. Честно говоря, я не верю, что мы когда-нибудь увидим 2% инфляцию. Я считаю, что цифры, которые они публикуют в новостях основных средств массовой информации, даже на данный момент не являются точными. Мы все еще видим, как дорожает бензин. Мы видим, как дорожают продукты питания. А если цены не растут, то мы сталкиваемся с инфляцией, при которой все сокращается, но цены остаются прежними. Их крипторепрессии обойдутся другим банкам и их клиентам, как обычно. Финансовые регуляторы стреляют первыми и заставляют других платить позже. На прошлой неделе CoinDesk сообщила, что криптофирмы искали банковские счета в офшорах, такие как FV Bank в Пуэрто-Рико, Jewel Bank на Бермудских островах, а также привязанные к TED и XDeltek на Багамах. Перевод долларовых депозитов американских криптокомпаний и их клиентов в офшоры сделает их менее безопасными и потенциально более уязвимыми для отмывания денег. Так что в то время как эти политики продвигают борьбу с отмыванием денег вокруг криптовалют, они вытесняют криптовалюту прямо из страны. И ты же знаешь, что ни один банк тоже не хочет прикасаться к криптовалютам. Криптобанковское дело в США пошатнулось, в результате чего многие фирмы ищут новые финансовые пристанища. Но ни один из крупных американских банков, каждый из которых был опрошен компанией CoinDesk, не распахивает свои двери настежь. Так что хотя банки и не хотят прикасаться к криптовалютам из-за того, что они продвигают идею о том, что криптовалюта настолько изменчива, настолько небезопасна и это худшая инвестиция, которую вы когда-либо можете сделать. Это внезапно отталкивает любого розничного инвестора, который когда-либо задумывался о том, чтобы заняться криптографией. Если вы поговорите с людьми, не имеющими отношения к криптографии, первое, что они скажут: разве криптография не закончилась теперь, когда эти банки рухнули? Ни в коем случае. Мы с тобой занимались криптографией. Поэтому мы стараемся привлечь как можно больше наших друзей и родственников к криптографии, но никто из них не хочет прикасаться к ней в такое время. Потому что они включают новости основных средств массовой информации, и все, что они получают, это рассказ о том, что криптография никуда не годится. Вслед за финансовыми санкциями Запада в отношении России, Индонезия решила постепенно отказаться от Visa и MasterCard, чтобы снизить зависимость от западных платежных систем. Таким образом, Индонезия отказывается от Visa и MasterCard, потому что они не хотят, чтобы санкции, подобные тем, которые мы видели, были применены к России. И другие компании делают то же самое. Они больше не хотят жить при долларах США. Вот почему криптовалюта с течением времени становится все более мощной. Никто не хочет иметь дело с США. Вот к чему все это сводится. У вас есть президент, который вводит санкции против этой страны в той стране, превращая американский доллар в оружие. Затем у вас есть политики, которые продвигают идею о том, что криптография никуда не годится и вам нужно уйти от криптографии. В то же время они продвигают инновации прямо из США. Я не думаю, что кому-то нужно что-то делать, пока не стало слишком поздно. Министр финансов США Джанет Йеллен говорит, что экономика развивается очень хорошо. Многие ли из вас искренне в это верят? Потому что я думаю, что экономика находится в тяжелом состоянии. Но она продолжает говорить, что эта Джанет Йеллен недооценивает возможности банковского кризиса, поскольку руководители опасаются, что еще десятки банков окажутся на грани срыва. Теперь мы знаем, что они балансируют на грани, и мы знаем, что многие банки могут рухнуть в любой момент. Но все же она снова продает нарратив в банковском сейфе «положи свои деньги в банк». Но мы знаем, что это не так,
Потому что мы занимаемся криптографией. Мы никогда не разбогатеем на банковском счете, давай посмотрим правде в глаза. И ты же знаешь, что они не хотят, чтобы ты занимался криптографией, потому что это рискованно. А как насчет банковской системы? Они выдают деньги взаймы. Ты даже не знаешь, куда они сужают твои деньги, когда ты их там хранишь. Вдобавок ко всему, они сужают их и получают 6%, в то время как тебе дают меньше 1%. Кому бы вообще захотелось влезть в это дело? Особенно, когда ты можешь заняться криптографией и ни с того ни с сего получить столетную прибыль на свои деньги. Джанет Йеллен говорит, что в ближайшее время будет оказана еще большая помощь банкам. Возможно, это первое, что она когда-либо сделала правильно. Подобные действия могли бы быть оправданы, если бы небольшие учреждения пострадали от оттока депозитов, что создавало риск заражения, говорит она. Так что же, по-твоему, должно произойти дальше? Эти банки и впредь будут оставаться рискованными. Они собираются выдавать ипотечные кредиты людям, которые, как они знают, не могут себе этого позволить. Потому что они знают, что в случае чего правительство просто вмешается и выручит их. Я верю, что мы смотрим на 2008 год с гораздо большей точки зрения. Движение за создание цифровой валюты Центрального банка – это попытка следить за финансами американцев и контролировать их. Это нарушило бы неприкосновенность частной жизни, ограничило бы выбор потребителей и подорвало бы конкурентоспособность на рынке. CBD не место во Флориде, и мы гордимся тем, что возглавляем борьбу с этим явлением. Да, поэтому они настаивают на том, чтобы в какой-то момент создать CBD. Но во Флориде, похоже, этого не произойдет. Так вот, в законопроекте Флориды говорится, что в соответствии с Единым коммерческим кодексом Флориды запрещается использование санкционированных федеральным правительством CBD в качестве денег, а также запрещены CBD, выпущенные иностранными правительственными резервами и центральными банками, включая китайскую цифровую валюту. CBD угрожает неприкосновенности частной жизни, экономической свободе посредством санкционированного правительством надзора, общественным финансовым институтам, инновациям в области финтеха, доступу к товарам и услугам путем ограничения покупок. И я чувствую, что Флорида встает и говорит: «Послушай, мы уже знаем, в чем заключается твоя игра. Ты пытаешься уничтожить нынешнюю финансовую систему и создать CBD». Но приятно видеть, что одно государство сопротивляется этому. Я уверен, что со временем мы увидим, как другие штаты будут делать то же самое. Тебе придется разрушить существующую финансовую систему, чтобы ввести свой новый тотальный контроль, цифровое удостоверение личности, CBD, социальные углеродные кредиты. Неофеодализм. Большинство людей будут относиться к категории крепостных и плебеев. У нас нет ни права на частную жизнь, ни права собственности, мы просто рабы. И вот тут-то вы и видите средневековый феодализм и корпоративный феодализм. И большинство людей в конечном итоге окажутся бедными, потому что они не верят в криптографию, в которую я верю, если посмотреть на это с такой точки зрения. Криптография привязана к новой финансовой системе, к которой они стремятся. Итак, если бы эта система была введена в действие и CBD вот-вот начали бы функционировать по всему миру, как ты думаешь, кто бы на этом разбогател? Мы с тобой вдвоем. Вот почему я всегда говорю тебе, что это наш единственный шанс обрести финансовую свободу. Потому что в противном случае ты будешь получать универсальный базовый ежемесячный доход, а искусственный интеллект возьмет на себя твою работу. И ты будешь, если скажешь что-нибудь, что им не понравится, они просто отключат твои деньги. Вот почему ХБТК так опасны. Основатель криптозакона обвиняет Министерство юстиции в продолжающемся судебном преследовании Ripple. Теперь это говорит Джонни Дитон. Он говорит, что юрист по блокчейну и основатель компании CryptoLaw в США Джонни Дитон раскритиковал действия Министерства юстиции, пытавшегося привлечь Ripple к ответственности за выполнение приказа судьи. Дитон сравнивает это развитие событий с попыткой правительства создать цифровую валюту Центрального банка, которая может по желанию блокировать доступ пользователей к финансовой системе. У нас есть неконтролируемые агентства. Правительство начинает продвигать программируемый, полностью отслеживаемый CBD, который может по вашему желанию заблокировать вас от финансовой системы. Как раз в тот момент, когда вы думаете, что хуже уже быть не может. Вы читаете, что юристы Министерства юстиции хотят использовать возможность судебного преследования за выполнение приказа судьи. Так вот, Джонни Дитон тоже говорит: послушай, они не хотят, чтобы люди попадали в Ripple. Они не хотят, чтобы люди попадали в XRP. Они хотят, чтобы все работали по системе CBD. А теперь это начинает проявляться и в других сферах государственного управления.
Это комиссия по ценным бумагам и биржам, Министерство юстиции, и этот список можно продолжать и продолжать. И я чувствую, что прямо сейчас все члены правительства настаивают на одном и том же. Даже Джером Пауэлл. Я чувствую, что нам давным-давно следовало избавиться от Федеральной резервной системы. Но даже несмотря на то, что он пытается сказать, что до CBD еще много лет, мы знаем лучше. Мы знаем, что он хочет запустить это предприятие как можно скорее. Технический директор Ripple Джо Катц делится советами по поводу своего неплатежеспособного банка, ориентированного на криптографию. Добавил он, поэтому Шварц написал в Твиттере, что подробная информация о политике КИК или данные о тех, кому криптодружественный банк предоставил кредиты, не раскрывают, почему банк обанкротился, и, похоже, не имеют никакого отношения к тому, что ЭВБ обанкротился. Добавил он, любой, кто хранит незастрахованные средства на депозите в неплатежеспособном банке, не является умным человеком. По сути, он призывает пользователей вывести свои деньги из неплатежеспособного банка. И я верю, что любой, кто имеет дело с этим банком, что бы ни случилось в будущем, это будет зависеть от него, потому что ты понимаешь, почему это происходит. Ты же знаешь, что другие банки тоже обанкротятся. Если ты все еще держишь в банке более $250 с нуля, то в какой-то момент ты потеряешь свои деньги. И я чувствую, что Федеральная налоговая служба даже говорит о внесении залога. Мы знаем, что эти изменения произойдут в какой-то момент. SEC направляет Coinbase Wells уведомление с предупреждением о потенциальных нарушениях федерального законодательства о ценных бумагах. Теперь это будет намного серьезнее, чем дело Ripple. К Coinbase привязано множество криптосистем, и я чувствую, что теперь Coinbase будет хвататься за соломинку, как это сделала Ripple. Другими словами, они будут искать способ победить SEC. Или, может быть, в какой-то момент они просто договорятся с SEC. Но странно, что никто не поддержал Ripple в самом начале судебного процесса против SEC. А потом позже они начали подавать иски в пользу Ripple. Это потому, что если Ripple выиграет это дело, то в дальнейшем все будет основываться на этом деле и на том, что в нем произошло. Вместо того, чтобы описывать, как мы будем тестировать в будущем, у нас будет тест Ripple. Криптовалюта XRP стремительно растет, поскольку инвесторы надеются, что Ripple выиграет судебную тяжбу в SEC. Единственное, на что я хочу здесь обратить внимание, это то, что Моника Лонг, президент Ripple, сказала CNBC в среду, что она очень надеется на достижение положительного решения по делу SEC, результат которого ожидается где-то в этом году. Так что она просто надеется, что все закончится в этом году. Но я все время вижу людей в крипто-твиттере, которые говорят, что это закончится в апреле, хотя предполагалось, что это закончится в марте. Так что же произойдет, если это не закончится в апреле? Тогда совершенно неожиданно мы услышим окончательное заключение по этому делу к концу мая. Им нужно перестать ставить на нем дату. Просто взгляните на факты, связанные с этим делом, и увидите, насколько мы близки к тому, чтобы оно закончилось. Потому что таким образом вы не вселяете в людей лишних надежд. Я все время повторял, думаю, все закончится до того, как ИСУ выйдет в эфир. Этого не произошло. Так что теперь я думаю примерно так. Чем скорее это произойдет, тем лучше. Генеральный директор Мисс Пардон Райан Селкис хочет, чтобы Ripple выиграла у SEC судебный процесс по делу о превышении полномочий. Поэтому он всегда выступал против Ripple. Так вот, американская компания по блокчейн-платежам Ripple Labs Inc. только что получила нового сторонника в лице соучредителей генерального директора Масари Райана Селкиса. Разговаривая со своим любимым каналом связи, Селкис сказал, что несмотря на его предыдущую критику Ripple по разным причинам, он хочет, чтобы фирма выиграла у SEC США в своем продолжающемся судебном процессе. По словам Селкуса, дело XRP SEC является чрезмерно рискованным, что согласуется с другими громкими критиками, которые выступали против того, чтобы регулятор рынка преследовал криптофирмы. Сославшись на угрозу со стороны SEC, Селкус сказал, что в связи с наличием спроса бухгалтерским книгам XRP должна быть предоставлена возможность честно конкурировать в сфере цифровых платежей и во всем мире. Теперь я чувствую, что они сильно сдерживают Ripple, SEC сдерживает Ripple. Я верю, что мы продвинулись бы гораздо дальше вперед, чем сейчас. На наших глазах наблюдается значительный экономический рост. Мы уже видели, как это происходило в прошлом году. Этот процесс продолжается и в этом году. Бухгалтерская книга XRP просто взрывается. Все время наблюдается большой рост числа новых пользователей. Но я верю, что мы продвинулись бы еще дальше вперед, если бы этого случая не произошло. Но это дело стало одним из самых важных дел, когда-либо имевших место в сфере криптографии. Я думаю, что единственное, что может превзойти дело Ripple против SEC, это дело SEC против Coinbase, которое скоро будет рассмотрено.
Мы уже близко к этому. Джереми Хоган. Компания Ripple наконец-то подала апелляцию на решение судей по делу о банкротстве Voyage. Итак, Джереми Хоган говорит, что мы уже близки к этому. Так что, надеюсь, он прав. Будем надеяться, что это действительно закончится в течение следующего месяца или около того. И все, что я могу тебе сказать, это то же самое, что я всегда тебе говорю. Наберись терпения и сохраняй позитивный настрой. Мы обязательно добьемся своего. Это всего лишь вопрос времени. Я всегда вижу, как люди пишут в крипто-твиттере, что им всегда нравится говорить: мы уже богаты. Теперь все, что тебе нужно сделать, это набраться терпения и ждать, когда это произойдет. И я всегда как бы живу в соответствии с этим, потому что ты же знаешь, это действительно требует терпения. Ты также должен избавиться от любого негатива, который у тебя есть по отношению к СРП, потому что тогда тебя это начинает поглощать. Тебе нужно начать с того, что ты начинаешь смотреть на всех людей, которые обманывают КСРП, и ты думаешь: может быть, я был неправ. Тебе не следует задавать себе вопросы. Все факты указывают на то, что в будущем Ripple достигнет высоких цен. Именно за это тебе и нужно держаться. Ты хочешь такой финансовой свободы. На это уйдет некоторое время, но мы добьемся этого вместе. С учетом сказанного, я собираюсь подвести итог сегодняшнему видео. Я хочу поблагодарить вас всех за просмотр. Я благодарен всем вам за просмотр моих видео. Это видео получилось довольно длинным. Я немного отклонился от курса то тут, то там, но я почти уверен, что получил то, что хотел сказать, потому что мы видим банковскую систему. Мы видим, как она разваливается на части, и все это ведет к созданию CBD. И мы все это знаем, и мы знаем, что это также обогатит всех нас. И Соединенные Штаты ни за что не собираются останавливаться на достигнутом. В какой-то момент они получат сертификат CBD. Как еще они собираются конкурировать с остальным миром? Но я очень ценю каждого из вас. Увидимся в следующем видео.